Макс, здорово. Привет, привет, как дела? Отлично. Ребят, кто не знает, у нас в гостях Макс, Sales, Head of Sales, если правильно быть, такого бешеного комбайна, бешеного трекера. Это целая инфраструктура для арбитражников, как IO. Мы с тобой уже давно работаем, поэтому сегодня будем раскрывать тебя поподробнее и поговорим еще обязательно про проект. Если вы не знаете, что такое IO, ребят, обязательно мы про него расскажем. Есть куча уже много информации у меня на канале и у других ребят, поэтому сегодня будем говорить и про тебя, и про продукты, и про проблемы, и про боли, короче, про все будем разговаривать. Смотри, перед тем, как мы начнем, вот те ребята, которые сидят за кадрами, им огромный респект. И BroConf, естественно, большое спасибо за то, что организовываете такой подкаст. Спасибо большое. Не знаю, кто-то передавал или нет, а от меня душевный респект. Вот. Макс, давай, с чего начался твой путь, когда ты пришел, как ты пришел вообще, ну, давай, не в арбитраж, а именно в компанию, как IO, All-in-One. Ну, это был довольно интересный опыт. Значит, изначально я был вообще специалистом технической поддержки. Чем Соответственно, занимался? интеграции. Я делал интеграцию, то есть техническая сторона байинга, именно работа с рекламодателями, то есть распределение трафика между рекламодателями, правильно, по времени Интегратор. работы. Да. Вот, и, условно говоря, так и познакомился с тем, что какие есть реклы, как это все работает, и причем полностью понял воронку. Прежде всего, как юзер регистрируется, как для него создается история и, соответственно, как он попадает на конечную точку. Был забавный опыт. То есть изначально было вообще ничего непонятно. Что за трафик? Ты как и я пришел, к примеру. Я пришел только в IO, перешел, да? Тоже вообще, что такое? Еще и на английском там. Да. И то же самое, я тоже университет закончил и, собственно, искал работу. Вот, нашел... Как давно это было? Это был 19-й год. Угу. Да, то есть это уже 6 лет Ты назад. в арбитраже ты уже нормально. Да, там не то, что арбитраж был, это была айтишка, то есть как раз-таки IT-предложения для... Вот есть адвертайзер-интегратор, у него там 300 рекламодателей, все они работают по разному времени, там кто-то в Перу, да, кто-то в Европе и так далее, и так далее. Нужно было правильно распределять трафик. Потому что все равно есть капы, да, и эти капы должны равномерно заполняться. Ты как раз-таки и следил за тем, чтобы эти капы правильно отрабатывали, правильно все заходило и так далее, и так далее. Вот, и получилось, да, так что я думал вообще, что трафик — это нажать на кнопку. Да, и деньги И ручьем. у тебя пошли клики. Вот, и в целом мои коллеги тоже так думали в саппорте, что трафик, да, это примерно, это что-то вот, просто краник поворачиваешься, и идет трафик. Это потом я понял, что есть рекламные кабинеты, где таргет настраивать, прочее. Но я еще немножко расскажу, мы с тобой же до этого еще раньше общались, ты же еще сам льешь. Ну, я раньше лил, то есть тоже была интересная история. Значит, овнеры выделили бюджет на то, чтобы подготовить сейлс-отдел. И причем дали сразу 3 вертикали, кучу офферов и прочее. И дали нам систему. Мы с полного нуля, абсолютно не зная, как создается воронка, как работает психология юзеров и так далее, мы, заливали трафик. Ну, это уже класс, это уже хоть что-то, начали какие-то первые шаги делать. Да. А результаты были или нет, или все в молоко улетело? Не, скажем так, поначалу было все прикольно. То есть мы тестировали различные связки, тестировали креативы, брали, различные кейсы со СМИ и, соответственно, их реализовывали. Делали какие-то свои вариации и прочее. Вот. А потом у нас был плюс. С этого все офигели, типа, чуваки просто с улицы, да, взяли, залились, вышел плюс. Потом, правда, когда нужно было это все масштабировать, да, то есть, видят результат, нужно масштабировать, потому что зарабатывать все больше хотят. Да, мы в один момент за день $800 заработали вдвоем. Ну, по сути, вот я был там тимлидом, у меня был байер, вот мы вдвоем заработали $800, и все, это же там звоночек. Это 19-й, да? Не, это уже был 23-й год. Это я с 19 по 23 работал в техподдержке, потом кризис-менеджером работал с рекламодателями. Ну, да, а так мы потом немного денег потеряли. Окей. Ну, как немного, нормально. Как пришел в продукт? Давай немножко теперь перейдем к IO, как тебя пригласили.
Кто пригласил? На какую Изначально, должность сразу? да. Изначально мы работали в софте, который автоматизирует работу с рекламодателями. Мгм. А потом техническая команда откололась. Ну, то есть были какие-то там свои мутки, вещи и прочее. На чем-то кто-то не сошелся. Вот, мы, соответственно, начали делать свой продукт. И я с самого первого дня, то есть еще когда мы в Дискорде сидели и решили, что на самом деле на рынке есть некая стагнация, да, Мгм. в виде софта, именно в виде трекеров, что нету чего-то новенького, все заливаются и создают какие-то костыли. Вот условно говоря, даже там, на софте обычно 10-20 офсабов. Почему бы их не сделать там 500, 1000? Мгм. Потому что это же, по сути, динамический параметр. В зависимости от рекламодателя их должно быть там намного больше. Под каждого рекламодателя свой, да, допустим, офсаб и так далее. Вот почему это не сделать? И родилась такая идея, да, действительно сделать крутой ERP-продукт, ERP именно, то есть это как раз-таки термин из белого маркетинга, когда в одной платформе аккумулируют все процессы медиабайинга. Ты работаешь и с дизайнерами, и с BDM-ами, и с трафик-менеджерами. Вот, чтобы это все было как на ладони видно, да, для овнера, для тимлида, для каждого байера, чтобы он видел свои метрики. То есть мы можем объяснить обычно людям то, что ваш продукт, если при условии, что приобретают ERP-шку, Да. можно интегрировать все в одно место, то есть Да. работа с офферами, работа с креативами, отслеживать каждого байера, работу для тимлида. То есть это все в одном месте, и такое громадное большое решение, которое закрывает практически все боли. Да, именно так. Вот самая боль, ну, наверное, самая распространенная сейчас в реалиях 25 года, это когда раньше ты мог заливаться, ну, просто там привязывать свои карты, да, Мгм. личные, не знаю, Тинькофф банк просто берешь, привязываешь, льешь трафик. Все, сейчас так не работает. И, по сути, нужно думать. Ну, нужно думать над связками, нужно их заливать там просто огромными объемами, да, тестировать различные гипотезы. И это прямо уже серьезный белый маркетинг. Для этого нужны действительно серьезные платформы. Скажем так, на рынке сейчас именно на арбитражном такого нет. Вот, чтобы сразу интеграция с рекламодателями, да, прям нормальными были. И, ну, собственно, чтобы все было в одном месте. Такого нету. Вот мы это сейчас предоставляем. Давай зацепим немножко продукт Ага. и отличия от других. То есть у Ага. нас на рынке в большинстве степени ребята пользуются другими продуктами, которые все знают, да, давай не будем уже про них и говорить, а зацепим именно IU. В чем отличие? Давай 10 назовем. 10 отличий, да? Да, ну, не 10 отличий даже так назовем, давай, а 10 функций, которые Мгм. просто дают в рот другим трекерам. Ну, давай. Ну, это будет мое субъективное мнение, да, то, что мне именно понравилось, когда мы заливали трафик. Ну, я буду То есть, подтверждать или нет, если что, ребята, потому что да. я сам пользуюсь продуктом и уже, наверное, полгода, да, Мгм. плюс-минус где-то так. И я досконально практически его сам изучил, уже много чего знаю, поэтому буду говорить да или нет и от себя добавлять. Давай. Чуть-чуть предисловие. То есть для каждой команды, которая к нам заходит, она, скажем так, киллер-фича может являться что угодно, абсолютно. То И есть, раскрывается продукт по-новому. да. То есть, если ты работаешь внутри, допустим, да, для тебя там сплит заголовков каких-нибудь работает вообще здорово. Мультивариативное тестирование, которое мы предоставляем. Если там для гэмблы, да, это, допустим, там ПВА-приложение в рамках трекера. Вот. Если по моему субъективному какому-то мнению, то MVT как раз-таки, она подходит под любую вертикаль. Когда ты в авто-АБ можешь сразу трафик запускать, скажем так, на самый лучший элемент. То есть у тебя есть там какие-то промежуточные метрики, на которые ты можешь оптимизировать. Вот самая имба, это когда у тебя источник ищет тебе аудиторию, а ты ищешь, что ей показать. Вот, допустим, там одной аудитории нравится собачка. АБ-тест креативов, прилендинга там и Да, все остальное. да. То есть нравится, допустим, ты зацепился на аудиторию, да? Мгм. Вот у тебя есть ацет, она цепляется за определенную аудиторию. Ей нравятся собачки, да? Завтра у тебя уже источник дает другую аудиторию для того, чтобы, да, там, потестить что-то. И вот автоматически нужно показывать нужный элемент в зависимости от того, какая у тебя аудитория. Вручную это делать, ну, не знаю, ты будешь циклиться на одной связке, и, соответственно, ничего не выйдет. Это вот как раз-таки проблема, да, когда команда, она льет на одну связку, выжимает ее максимально, а потом не знает, что делать.
Как Вот. масштабировать через другие подходы. Да, да, они начинают, я не знаю, на конф ездить, там спрашивать, выкупать связки. Это вообще забавно. Зачем, когда у тебя, условно говоря, и связка дольше живет, да, потому что у тебя постоянно есть некий такой пул контента, который постоянно ретестируется с аудиторией. Вот. И это очень круто работает. Это то, что как раз-таки помогает командам литься больше. Вот, литься больше и держать свои связки намного дольше. Они не выгорают. Давай я объясню людям, чтобы они понимали. Ребят, здесь реализована такая функция. К примеру, у нас в плейтесте стоит давай ПВАшки возьмем, да, то есть, Да. ну что, я расскажу еще, у вас есть свой сервис ПВА, то Да. есть вы реализовали его и приобретая, допустим, ERP, есть возможность еще использовать ПВА-сервис, который у вас, он уже интегрирован Сразу внутри. встроен, да. Да, это наподобие идет сплит-теста такого лендинга, да, то есть это как лендинг, и вы можете раскидывать на разные ленды и выставлять автоматически какие-нибудь правила. Это можно генерировать либо ручками, либо через нейронку, которая внутри встроена. Я попытаюсь еще в ближайшее время показать это более подробно у Мгм. себя на канале. Но как оно выглядит? К примеру, у нас есть там 10 ПВА-приложений в тест, и изменены какие-то определенные дизайны, да, то есть в одном там, к примеру, возьмем самый популярный слот Chicken, да, который сейчас льют большинство людей, Да. и у кого-то на аватарке стоит Chicken, у кого-то нету, у кого-то в тексте, у кого-то там Chicken 2 и все остальное, и это можно сплит-тестировать и каждый раз закидывать и поставить определенное действие, к примеру, регистрация, инсталл, депозит, и нейронка за счет этого распределяет трафик на тот креатив, который сейчас конвертит именно для данной аудитории. Да, да, все верно. То есть целевая конверсия, она бывает разной, да. То есть, допустим, комментарии, они могут влиять допустим, на депозит, да. Человек принимает решение за счет того, что он читает эти комментарии. Да. Какие комментарии больше всего в депозит уходят? Вот это больше всего интересно. Мгм. А, допустим, название приложения, ты можешь оптимизировать это на скроллинг. Да, то есть до какого момента доскроллит вообще. И, соответственно, ты по разным элементам оптимизируешь свою ПВАшку. То есть какие-то промежуточные метрики, да, допустим, там удержание или bounce rate ты хочешь. Но не только ПВАшка, Процентов еще и лендинги там и все остальное. Абсолютно, То да, есть, что угодно. Главное, чтобы это HTML был. Мгм. Вот. И, условно говоря, ты что делаешь? На разные гипотезы ты ставишь тот или иной элемент, и у тебя система начинает это оптимизировать. И это, скажем так, не нейронка. Нейронка — это больше как маркетинг, да, Мгм. сейчас везде. AI, Ну да, AI. да, да. Тут больше математическая модель, которая как раз-таки считает, что реворд у нее, да, то есть награда, это целевая конверсия, будь то регистрация, депозит или еще что-то, вот, и показ того или иного элемента. Сколько был показан элемент, сколько с него пришло целевой конверсии и процент. Самый большой процент получает большинство трафика. И постоянно другие элементы ретестируются. То есть, а вдруг у тебя завтра будет другая аудитория, которая уже будет нравиться совсем другой Да, и элемент. совсем по-другому она себя ведет, Да. и другие триггеры влияют на депозит. Да, да, да. И это еще классно работает с сезонностью. То есть, допустим, вот ты запускаешь трафик на Новый год, у тебя там одна гипотеза, и у тебя в сплите здесь сразу какие-то нейтралки идут. Новый Мгм. год проходит, у него самое топовое там, допустим, какой-то контент с Новым годом связанным, у него начинает CR падать, и уже нейтральный контент подхватывает conversion rate. Тем самым мы не теряем, в принципе, CR, Да. который идет в Да. конверсию, да, и Да. просто заменяем его. Да, 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 все верно. Есть еще классные аналитические функции, такие как WebVisor, да, и Да. отслеживание, допустим, поведения людей, да, то есть мы Да. можем видеть клик, как он действовал, то есть все это есть. Давай немножко еще. Это такой вот зацепим. топ-2 как раз-таки фич, Да. которые я хотел сказать. То есть, когда у тебя есть статистика в цифрах, у тебя быстро замыливается глаз. Мгм. А это удобно, это клево. То есть ты можешь оперировать какими-то данными, да, делиться с командой о том, что действительно работает, что нет. Но это цифры. Цифры иногда бывают, они зависят как раз-таки от сезонности, от каких-то, то есть вещей, от рандома. А визуальная аналитика, она тебе как раз-таки позволяет быстро посмотреть, что у тебя работает, а что нет. То есть, допустим, ты проливаешь тест, да, делаешь какой-то лендинг, какую-то историю и прочее. Ты видишь по тепловой карте или по видеозаписи, что у тебя съехал, там, допустим, при верстке, да, Верстка. какая-то картинка или еще что-то. Ты сразу это определяешь. То есть тебе не нужно ждать цифр и потом поэтому делать аналитику, да, допустим, там, недельный залив и смотришь аналитику по лендам. Ты сразу заходишь и смотришь, что у тебя аудитория действительно там делает и как верстка на том или ином, допустим, разрешении экрана работает. Это очень сильно помогает как раз-таки быстро решать
оперативно решать какие-то проблемы. Вот. И плюсом, конечно, ты можешь оптимизировать, да, свои лендинги, улучшить там текстовочку, еще что-нибудь. Потому что ты видишь, допустим, заголовок читает быстро, сразу выходит с лендинга, они не скроллят вниз. А так ты можешь посмотреть, ага, вот этот заголовок отлично работает, а вот, допустим, сплит другого, там люди начинают читать. И ты сразу визуально понимаешь, что вот это лучше, чем другое. И байингу это очень сильно помогает. Согласен. Я когда заливал приложение, я провел тест и показал ребятам о том, что комментарии читают. Да, многие Да. спрашивали, кто-то интересовался, везде я слышал в интернете, и говорят, влияет ли роль в приложениях комментарии, которые мы пишем. Я проанализировал, смотрел, зашел в WebVisor, да, то есть я смотрел, как поведение людей было. Те, кто сделали депозиты, там, регистрации, они обязательно пролистывали вниз, задерживали, читали первый, второй, третий, четвертый, пятый. Если дальше не получалось, они останавливались. Да. Чем больше комментариев, были люди, которые там 20-30 комментариев читали. То есть я проэкспериментировал, я поставил еще там 20 комментариев. Были люди, которые листали вниз, и каждый комментарий почитали, и потом нажали кнопочку «Install». Да. То есть это работает, мы это видим. И мы, допустим, доказываем какие-то моменты о том, что и то, и то, и то может влиять на конверсию, если правильно проработать. Да. И ты не на цифры смотрел, ты прям посмотрел Я реально видел, как он себя пользователей. ведет, да, он перешел, он полностью пролистал, там где-то остановился, то есть я видел даже жест, куда он нажимал Да. на экране телефона, допустим. Или что он выделял, допустим. Да, Это тоже пытался куда-то нажать, там, допустим. это очень сильно помогает действительно понять. Ну, то есть, вот как раз-таки, да, люди спрашивают, они не видят этого. Да. Они, ну, видят только там, допустим, по статистике, по дизайну, да, то есть неделю пролили и посмотрели. А зачем? Если ты можешь просто запустить трафик и тут же посмотреть, что у тебя вообще тут есть. Согласен. Это И это топ-2. в моменте видно. Буквально уже через 5 минут после запуска трафика Да. ты уже видишь, где у тебя какой-то косяк есть, который ты можешь исправить, да, либо работает у тебя вообще все или не работает. Да. И это просто имба. Для меня это вообще имба, потому что, ну, это реально помогает. Это реально, то есть не, ну, как вот, иногда просто говорят, это маркетинг, да, Мгм. то есть, ну, что такое веб-визор, ну, и нафиг на него смотреть. Да не, Так, если... все топовые команды ставят себе, анализируют это Да. все. Если ты не будешь анализировать трафик и лить впустую, ты и получишь плохой трафик. Вот именно. Это как раз-таки раньше работало, да, когда ты заливаешься, ну там, письку в интернете Да, залил, да. заработал денег. Свою. Это арбитраж, да, 2016 года, вообще Ну, бомба. Все же говорят креативить там что-то, Да, да, да. свои 13 сантиметров, и потом... Ну А ладно. сейчас выигрывает, кто действительно анализирует эту письку. Анализируйте письки, Какой друзья. цвет там идет, да? Вот ты сейчас Давай не смеешься, углубляться. это, знаешь, но на это- самом деле цвет кожи капец как влияет на конверсию. Ну, я так понимаю, креативных людей, по крайней мере. Конечно. Ну, Да, окей. да, однозначно. Хорошо. Давай на топ-3, да, переходить. Давай, третий. Значит, топ-3 это, конечно, сквозная аналитика. Это инструменты, когда ты автоматизируешь отчетность. Отчетность в плане того, что, ну, команды общаются в разных каналах везде. Мгм. Это может быть там групповые мессенджеры, там рабочие, да, там Telegram и так далее, и так далее. И команд много. То есть бывает, вот, да, допустим, 300 человек, 400 человек. У них там вообще создаются отдельные коммуны в рамках одной команды. И всех их нужно свести в одну точку, чтобы они... Ну, это классный проект для холдингов, к примеру. Да. Ну. Да не только, да даже если вот 10 человек работают, ты все равно, вот этот хаос, который у тебя происходит, там где-то чат с одной вертикалью, здесь кто-то тестирует и так далее. Тебе бы желательно это все совместить, чтобы они оперативно получили информацию какую-то по депозитам, по каким-то метрикам, да, и прочим. Я хотел сказать просто, ну, не чисто для холдингов, да, а для тех, кто, понятно, есть какая-то структура. И чем больше у вас структура, тем больше еще может это решить момент, да, то есть закрываем еще больше вопросов, которые появляются. Для обычных команд легко и непринужденно, есть очень много функционала, который дополнительно мы сейчас еще обговорим про него, да.
но смысл в том, что если даже очень большая, 200-300 человек, все это решимо, все это без проблем. Да. То есть, вот, допустим, даже банально, да, в Telegram в общую группу какую-то отправлять каждый депозит, да, чтобы ты, не знаю, там в дороге едешь, ты же не постоянно, да, трекер открываешь. Ну, конечно, да. А так у тебя Telegram-канал, на котором ты видишь, там, допустим, в конце недели у тебя присылается отчет о том, что у тебя вот такие метрики в среднем. Это же капец удобно. Ну да. И, скажем так, в других сервисах, ну, ты голову должен сломать, чтобы это настроить. Это через веб-хук в какой-то сервис это прокидывать, там это все настраивать. Тебе тех нужен. API-интеграции тоже. Да, API-интеграция. А тут ты две кнопки нажал, у тебя в определенный Telegram-канал уже есть интеграция, где у тебя сразу все присылается. Вот. И по сквозной аналитике, это вот как раз тоже, да, входит все. Ты четко видишь, кто сколько зарабатывает, какой у тебя элемент, что делает, да, какой креатив, сколько ты на него потратил, какой креатив, допустим, в сплите работал, с каким лендингом. А давай да? по поводу, сейчас перебью, прости, Ага. по поводу интеграции. С какими источниками трафика реализована подтяжка, подтягивание именно, да, затрат? Сейчас в данный момент у нас больше 10 платформ, с которых мы тянем косты. Вот, это, ну, понятное дело, есть и CPC, да, интеграция, когда просто пусбэком отправляется за каждый клик кост. Пуш-нативки, там, Да, вот да, эти да, вот да, сетки, да, это да. без проблем. Да, по API-шке у нас очень глубокая интеграция сейчас с метой. Значит, когда у тебя, ну, скажем так, не юзер-агент и токен, да, ты не эмулируешь действия пользователя, а это прям официальный инструмент, который тебе предоставляет Facebook. Интегрируется. Да. Я знаю, как он интегрируется, тебе выделяются ссылочка, ты по ней переходишь, нажимаешь подтвердить, и тем самым подтягиваешь, и пошаришь на все аккаунты, которые заливаются. Да. И выбираешь компанию, которая кост, соответственно, тянется. Если брать другие сервисы, там ты, ну, опять же, там просто голову сломаешь, как бы компании, что притянуть, за какой там аккаунт и прочее. А так у тебя единая интеграция, ты просто берешь ссылку, туда логинишься, у тебя автоматом все подтягивается. Ты все четко видишь. Какой байер, на каком аккаунте, что заливал, какие компании, сколько он в день залил компаний, сколько он, допустим, креативов затестировал в тот или иной период времени. Все это как на ладони. То есть не нужно Google Доки, Google Excel вести. Таблицы все эти, да, подтягивать. Вообще забыть это как страшный сон. Абсолютно. И все через аналитику можно зайти, отдельно каждого посмотреть. Да. Посмотреть все креативы, которые есть. Блин, почему нету автозагрузки? Ну, честно, я бы просто сидел бы, даже Facebook бы не открывал, а просто настраивал бы в трекере все, подгрузил бы креативы, которые есть, и дальше бы уже смотрел. Да, мы сейчас работаем над этим всем. Единственное, что, скажем так, сделать официальную ап-интеграцию, да, то есть полностью очень верифицироваться, да, это тяжело, и, скажем так, эту апку очень не хочется терять. Вот, когда ты пулишь информацию, неважно, какая там вертикаль абсолютно, или какая там, ну, я не знаю, какой трафик там льется, да, мы просто забираем информацию. Facebook, ну, ему вообще плевать на это. Но если Facebook увидит, что, допустим, какую-то фигню залили, да, ну прям вообще лютую дичь, могут быть проблемы с этой апкой. Поэтому мы сейчас очень аккуратно к этому подходим. То есть мы сразу фармим несколько официальных там приложений для того, чтобы это можно было сплитовать. Одна отвалилась, да без проблем еще есть там в запасе там куча. И тогда автозалив, он будет более безопасный. Для белых, допустим, можно прямо сегодня Вообще, да, реализовать. без проблем абсолютно. То есть если это белая реклама, 0 вопросов абсолютно. Но мы же не имеем доступа, да, к рекламе, которая Ну да, заливается. мы не знаем. И Абсолютно. нужно перестраховаться, чтобы не получить Да. ограничения, так Какие бы сказать. ты там NDA и конфиденциальность не подписывал, клиентов много, каждый заливает свою штуку, и контролировать это, ну, невозможно. Вот, поэтому тут нужно перестраховаться. Это немножко занимает времени, но это мы над этим работаем, это будет, просто вопрос когда. Ну, я надеюсь, в ближайшее время, чтобы Да, по максимуму было. Разорвут с руками и ногами, они просто не понимают, что они теряют. Попользовавшись буквально 2-3 месяца данным Да. софтом, когда я смогу анализировать, закинул сплит-тест, допустим, себе 3-4 оффера, поставил конверсии депозит под одно гео и Да. посмотреть, который лучше конвертит. Боже Да, мой. и следующую связку пошел делать. Да, Вот да, это да. у тебя, ты превращаешься в некого терминатора, который, знаешь, типа, раз залил, два залил, три залил, и ты не обращаешь внимания, да, ты ручную работу у тебя намного меньше. И получается, основная задача у байера какая?
тестировать новые связки. Да, находить. Не вот это вот там с пикселем бодаться, да, он там не отработал, капи не отстрелял или еще что-то. И они же этим каждый день и занимаются. Мгм. То есть, как вот даже байера ищут, да, прежде всего не смотрят, какие он связки делает, а прежде всего смотрят, а умеешь фблить? Или там, допустим, а Google умеешь, а домены какие, ну, и ты все время про техничку говоришь, да нафига, есть платформа, и вот пускай она этим занимается. В крупных командах есть отдельный отдел Мгм. аналитики, да, который Да. занимается. Имея данный софт, можно просто развалить всех. Там же столько информации собирается, такая Да. крупная аналитика, там и по когортам, да, идет. Там идет и отдельно по креативам, по атсетам, по компаниям, по воронкам, Абсолютно по приложениям, по этим, по лендам и все Да. остальное. То есть такой сумасшедший комбайн, которого нету нигде. Никакой трекер это практически не делает, не подтягивает. И помимо того, что мне, допустим, нравится одна фишка, в которой реализована, в других трекерах, возможно, где-то и похожее было, что-то есть, но древо, так называемое, да, которое мы можем посмотреть, разбить когорту. В некоторых трекерах есть там, допустим, 3-4 сплита, да, то есть ты поставишь там, допустим, компания, креатив, я не знаю, давай, город, да, и ты уже смотришь. Здесь можно так глубоко копнуть, да, это если бы еще года 3 назад пришли бы вы ко мне, когда я работал с пушами, да, когда вот это вот как раз площадочку, Да. версию браузера, там все остальное рассегментировать, я бы столько себе вайтов повытягивал, то есть такая шикарная аналитика, о которой я даже, в принципе, не грех и похвастаться. Давай еще что есть интересное. Ну, это вот как раз-таки топ-4, я хотел Да. сказать, про источники, то есть, и в частности, да, Facebook, то есть это самая стабильная интеграция, которая сейчас есть, это однозначно, и она не выкидывает, не банит, не разлогинивает, ты просто спокойно работаешь, ты спокойно, вот, кстати, забавно, первый день, когда мы добавили мета-интеграцию, у нас добавили 15 тысяч рекламных кабинетов. Ух ты. Да, и важно понимать, что 15 тысяч рекламных кабинетов, в них еще сотни компаний, Нагрузка ж еще да, какая. в них еще куча ацетов, потому что там кто-то 1.8.1 заливает, да, это 1.5.1. И еще тысячи, ну нет, даже не тысячи, а десятки тысяч объявлений. И по каждому ты должен спулить информацию. У нас система загрузилась, ну, где-то на 0,8%. Нормально, слушай. есть- Запас мощности там конкретный еще Да, есть. да, да. Мы просто в Facebook заходим, там же дэшборд, Да. и ты смотришь, собственно, на загрузку приложения, которое ты в Фейсбуке. Ну, просто там еще можно не то, что 15 тысяч рекламных, миллионы рекламных кабинетов можно еще залить вообще без проблем. Мы не перегрузимся, не загрузимся абсолютно. И отклик там. Да, секунды. да, это вот как раз-таки преимущество того, что Facebook дает тебе свои мощности. То есть он сам тебе предоставляет инструмент, который у него есть, и ты спокойно с этим работаешь. Я помню, когда первый раз подключался, хотел подтягивать статистику с Фейсбука, я, накосячил. Я сделал сначала, подключил Кинга, Ага. Кинг не подтягивает. Подключил отдельный аккаунт, отдельный аккаунт подтягивает. И было бы вообще пушка, если там, допустим, Кинга бы просто подключил, а Да. он со всех аккаунтов тянул бы информацию. Вот это было бы вообще сладко. Да, да. А так нужно просто отдельно каждый аккаунт подтягивать. Ну, это, окей, 5 минут лишних. Ну, времени. мы собираем фидбэк, да, то есть мы постоянно это импрувим, постоянно, то есть у нас есть и Project Owner, который как раз-таки собирает фидбэк от пользователей, действительно ставит задачи затем и говорит, почему это важно там, для такой когорты клиента, да. То есть мы работаем по когортам клиента, не по вертикалям. Мы берем, значит, вот есть боли, мы их разбираем на задачи, да, и, соответственно, по задачам ту или иную боль закрываем. Вот многие говорят, что это комбайн какой-то, да, там этот швейцарский нож. Как называть вообще? Как будет правильнее? Давай так. У меня вопрос, как у человека, который создает контент, как правильно вас обзывать, чтобы находили вас в поисковиках? Вот в этом и прикол, видишь, это новое, это что-то новое, и из Я этого знаю какой-то точно, термин. что в топ-1 ранжируюсь пока как IO-трекер, блин. А потому что, да, ну в сердце-то заложен трекер, но на Да, самом деле да. это платформа. Но самое правильное определение — это ERP. Мгм. А что такое ERP? Это, ну вот у тебя есть бизнес, и этот бизнес должен работать в рамках там определенных приложений, которые поддерживают его. Ну вот, допустим, ты строишь сейлс-отдел. Мгм.
Для того, это тоже бизнес, да, мы Да, рассматриваем это как, конечно. как отдельный проект. Найти хорошие офферы — это Вообще, вообще как бы очень трудно, это, потому что, это большой процесс. да, Да, просто оффер найти, да, имея кучу KPI, и не проходить их, и да, не заплатить, это одно. А найти хороший оффер с хорошей ставкой и без KPI еще особенно, да, вот, да, это да. все, конечно, и это нужно труды. Ну, все верно. И когда ты строишь этот sales отдел, у тебя есть тысяча различных сервисов, которые должны поддерживать этот бизнес. Мгм. ERP — это как раз-таки аккумулирующий один сервис, который объединяет вот эти все приложения, которые тебе необходимы. Вот. И это самый верный термин. Но просто ERP ну, довольно сложная штука. Об Но у этом... нас половину не поймут, что за ERP, что за ерунда такая. Не, ну в Трекер? белом О, маркете- трекер слышал, Да, да, знаю, трекер, знаю, что конечно, такое. конечно, да. Это некий хаб такой, это техничка. Не вот это. Будем обзывать имба-трекер. Да. Мне нравится, что у нас мем ходит, ну, мы техкоманда, Ну, и что такое техничка? Василия Петровна, да? который в школе убирается. И мы прям ставили в слайке аватарки, ну, то есть наш рабочий мессенджер, что я техничка номер 1 швабры. Блин, хороший крест, надо что-то да. придумать по поводу интеграции такой своей новой. А в арбитражке это серьезный термин, Да, техничка. да. Давай по пятому. Да, давай по пункту пятому. возьмем. По пятому это то, что у нас гибкость Мгм. системы. То есть, условно говоря, ты можешь запускать абсолютно любую вертикаль, как хочешь. Сколько хочешь филдов создавай. Да, то есть вот эти вот динамические параметры типа офсабов, куда ты можешь заносить информацию. Под каждый источник, под каждый рекламодатель у тебя свои собственные плейсхолдеры, да, которые ты Мгм. держишь в системе. И ты можешь сразу в рамках одной системы запускать кучу вертикалей. 5-6 вертикалей. Потом это распределять там по пресетам, допустим, да, по команде, по тим-менеджменту. И вот эта гибкость как раз-таки позволяет в рамках одной системы сразу держать огромный холдинг. А если, допустим, у тебя маленькая команда, маленькие команды, они ищут все время что-то, да, Мгм. что-то новое. Они в одну вертикаль зайдут, там позливаются, там результатов нет. Потом в другую зашли, о, пошел результат, да. Они запустили другую вертикаль, но... Отжали связку, пошли дальше искать. Да. И бац, уже там, допустим, в iGaming пошли какой-то. Вот. И таким образом они постоянно что-то ищут, а так как система гибкая, неважно, маленький ты или огромный холдинг, ты как раз-таки можешь постоянно искать себя, и тебе не нужно вот эти костыли делать. Если у тебя, ПВА открывается, у тебя метрика ПВА визит, Мгм. а не клик. Да, и ты Мгм. потом разбираешься, а клик это или это ПВА визит, или еще что-то. Кликом-то может являться что угодно. Да, да. Это и, допустим, из источника переходит, да, на лендинг, это клик. Но кликом является и, допустим, с лендинга, с прелендинга на следующий, да, этап воронки. Это тоже клик. Мгм. Вот, у нас как раз-таки это по стейтам, да, реализовано, то есть по стадиям. Клик, там, ты прям обзываешь, что это такое. Это стадия воронки. И мы как раз-таки и софт предназначен на работу с воронками. Если такого еще и нету, вы можете это даже интегрировать и сделать отдельно. В смысле? Ну, допустим, мне нужно, я не знаю, давай так, не ПВА обзовем, да, Мгм. а, допустим, я не знаю, ПВА плюс, да, и Да. это какая-то дополнительная метрика, которую я могу отслеживать. Вы также это можете реализовать. Да, конечно. Вот, Ты, поэтому хотел просто добавить о том, что не просто это все, да, гибкость, да, о том, что клик, там еще что-то, могут отследить любое действие, которое нужно Абсолютно. сделать по запросу, добавить это все без проблем. Да, я больше скажу. Ты можешь, допустим, вот у меня ПВАшки, да, Ну. открывают аватарки и смотрят аватарки. Но, Ты можешь делать определенную конверсию, открытие аватарки. Серьезно? А потом, знаешь, что ты можешь делать? Ты в MVT можешь оптимизировать. И MVT будет искать аудиторию, которая открывает аватарки. То есть вот как там ФБ, допустим, да, у Ну него да. есть add to cart. То есть Мгм. он ищет тебе людей, которые добавляют в корзину. Да. И это у них прям Ну, оптимизация, действенно, да, да. база данных, пиксель, ты обучаешь его, и он тебе ищет эту аудиторию. А ты можешь оптимизировать, сделать свой пиксель, который открывает аватарки на ПВА. Ну, это один из примеров, знаешь. Ну, не Да. знаю, кому, конечно, это нужно будет. Не-не-не, я Не, к ну тому... кто-то это делает. Да, А что- если бы еще и переходили сразу бы на оффер, Да. Ну ладно, я вот скажу пример, допустим, более реальный, который может помочь. давай. Есть же процент вовлеченности. Да, Есть аудитория, есть. которая, ты, условно говоря, она задерживается на лендинге, читает их, да, и так далее. Мгм. Ну, И она- прогревается, так Да, называемый, да. И за это отвечают некоторые показатели. Мгм. Допустим, процент скроллинга. Да, Мгм. вот сколько у тебя скроллят ПВА. И
и где у тебя расположен там, допустим, комментарий. Время на лендинге, Да, которые да, да. находятся они. И ты совмещаешь две метрики. Мгм. Одну ты процент скроллинга считаешь и плюсуешь, да, делаешь там, допустим, правило какое-то. От количества минут Да, каких. да, да. И, Секунд. допустим, у тебя пользователь считается отдельной конверсией, как вовлеченный клик, да, он считается, если не менее 40% он проскроллил страницу, и не менее, там, допустим, минуты просидел на твоей ПВАшке. Для тебя это вовлеченный пользователь. И тем самым мы, к примеру, можем приводить людей, которые более заинтересованы, да. Да, То да, есть, да, да. если сравнивать там с нутрой, да, то шанс покупки, скорее Да. всего, идет выше, да, и это более прогретый. Так, Да, 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 прогретый все клиент. верно. И ты потом, прикинь, можешь оптимизировать на эту всю вещь. Мгм. То есть искать, а какой, допустим, заголовок у апки больше всего дает тебе именно вовлеченных пользователей. И таким образом ты можешь это все оптимизировать. Все понял. Ну давай, еще у нас есть пару минут. Мгм. Еще вкратце тогда пробежимся, еще какие-нибудь плюшки, бонусы для ребят расскажем. Мгм, мгм. Ну, наверное, шестой, я бы сказал, что это как раз-таки оптимизация уже идет не по контенту на лендингах или типа, на ПВА, а оптимизация по определенным метрикам в компании. То есть ты еще и компанию оптимизируешь, ищешь аудиторию, которой вариации нравятся, да, больше лендингов, рекламодателей и прочее. Значит, по седьмому варианту мне очень нравится ремаркетинг. Мгм. Да, то есть, когда у тебя есть аудитория, которая у тебя уже, собственно, в трекере, и она хранится там год, и ты можешь ее реконвертировать. То есть просто Клик ID. да, абсолютно, ты не платишь за это, у тебя уже есть база А данных. как? Пуши, смс, e-mail, рассылки. То есть, если ты собираешь это все, да, на форумах регистрации и так далее, без проблем, ты можешь реконвертить аудиторию и просто из воздуха делать деньги. Ты же уже заплатил за эту рекламу, да? Ты Ну уже да, заплатил за этих да. лидов. Реконвертируй вообще без проблем. Класс. Вот, значит, топ-8. Но опять же, да, я говорю, а можно ремаркетинг-то и на первое место Ну да, поставить. тут согласен. Вообще, Опять же, я не соглашусь о том, что мы распределяем по ценности. да, Мы распределяем просто, что есть, да, то Да, есть да, по да. очереди перечисляем, а может быть ремаркетинг даже на первом, на втором месте. да, да. По топ-8 я бы, наверное, назвал именно преимущество системы. Это UX, UI. То есть, когда ты, скажем так, в другом софте нажимаешь 10 кнопок, у нас можно за 2 кнопки это все сделать. Мгм. Перетащить колонку там или еще что-то, да, в другом софте ты прям в какой-то, я не знаю, в НЛО машину садишься для того, что открываются вот эти вот колонны, ты их там, ну это прям жесть. У нас же берешь просто ручками Да. и перетаскиваешь. Ну, просто. Да, да, да. Ну и, соответственно, топ-9 это, наверное, нотификации, опять же, да, то есть не просто сквозная аналитика, да, мы сквозную аналитику на третье место поставили, а это именно вот отдельно нотификации по разным вещам, то есть, допустим, метрика просела какая-то, тебе пришла нотификация, причем в групповой чат, может быть, или тебе лично на какую-то компанию, и как раз-таки тим-менеджмент. Это вот из 9-го перетекает, когда ты всю команду можешь распределять, какая команда, с какой вертикалью работает, какие у нее, значит, там, допустим, компании, ленды, какие креативы за этой командой закреплены. И ты можешь прям статистику смотреть по тимлиду, по тимхеду, по тимбайеру, да, ну, то есть по байеру. Можешь смотреть там по отдельным командам всю статистику. И таким образом вот древообразно, как елочкой, да, оценивать KPI. Точно так же строить. И это главное, что удобно. Не нужно Excel вот эти таблички. Согласен, согласен. Да. Давай тогда крайний вопрос к тебе. Давай по прайсу пробежимся, да? Многие не знают, какое ценообразование. Кто-то думает очень дорого, кто-то думает Да. дешево имеет такие все функционалы, да? Поэтому давай, минимальный порог, промокод лето будет обязательно для использования, поэтому давай, от скольки можно стартовать, чтобы пользоваться продуктом, да, и максимальный функционал, какая цена? Ну, значит, для, допустим, старта, Но. да, скажем так, для того, чтобы завести всю техничку, купить домены, сервера, это все тоже у нас очень удобно, кнопочками нажимается. Вот, у нас 200 баксов. Просто $199 покупаешь, у тебя подписка, то есть не нужно там, допустим, париться, вот я еще 2 юзеров добавил, мне еще 400 баксов надо заплатить. Мгм. Нет, просто подписка на сервис, сколько хочешь туда добавляй пользователей, заводи афера, точно так же интеграция работает, API-интеграции, полностью подстраиваешь под себя систему. А затем, когда вот ты уже, допустим, растешь, да, много трафика шлешь, и тебе не хватает, да, тебе нужно пробить потолок, ты уже приобретаешь ERP. ERP уже стоит $2500 в месяц. И $2500 в месяц, когда ты уже
крупный игрок, да, когда у тебя уже там куча команд, которые нужно распределить по пермишинам, да, по доступам и прочему, это очень дешево, Ну да. скажем Ну так. и приносит оно денег тоже в разы больше. Да. И скидочка, я так понимаю, есть на покупку ERP-шки, верно? Да, 20%, то есть от 2500 получается очень даже неплохо. Это Да, сколько у нас? 500 баксов, я помню. Да, Чисто что-то днем типа я- того. Ну, потом посчитаем. Ага. Спасибо, Макс, что Да. пришел. Я надеюсь, людям было интересно. И Мы тебе спасибо. постараемся еще больше разобрать, больше показать, поэтому Обязательно. подписывайтесь на канал. Ссылку на Макса я оставлю тоже в описании. Ребята, кто смотрит, тоже подходите, спрашивайте. И на тест можно бесплатно записаться, поюзать. Да. Всем пока. Давайте.